Слушайте, токены RWA, активы реального мира, значительно вырастут в цене. И пока общее внимание находится вот здесь, у ИИ монет, мемкоинов и так далее, токены RWA совершат большой скачок. И вы не хотите его пропустить. Вы не хотите пропустить этот забег. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала CryptoFactor, в котором автор рассказывает, какие 5 монет нужно купить, чтобы получить большую прибыль. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и ставьте лайк, чтобы всегда быть в курсе важных новостей и инсайтов из мира крипты. Слушайте, я одним из первых, если не первых, заговорил про ИИ как нарратив этого цикла, этого бычьего рынка. Во время предыдущего рынка я говорил о том, что на этом будет доминировать ИИ. И это оказалось правдой. Также я сказал, что ближе к концу этого цикла у нас будут забеги DePIN, RWA и игр. И вы хотите подготовиться. Вы хотите приготовить все заранее. Я не говорю тратить все деньги на токены RWA прямо сейчас. Нет, я этого не говорю. В этом видео я хочу рассказать и показать вам. Первое. Токены RWA храню лично я. Второе. Какие я отслеживаю и планирую купить в нужный момент. Поговорим об этом позже в видео. Третье. И чего вы можете ожидать? Это то, что вы точно не хотите пропустить. Конечно же, я не финансовый консультант. Это не совет по финансам. В описании под роликом есть ссылка, то есть дисклеймер. Убедитесь, что прочитали этот дисклеймер. Я не ваш отец. Вам следует прочитать дисклеймер в описании. Это не совет по финансам, я просто делюсь своим мнением на YouTube. Но поймите, что это мнение много чем подкреплено. Я занимаюсь криптой с 2017-го. И не только как трейдер и инвестор, но и как топ-менеджер, автор и спикер. Так что, когда я говорю о криптовалютах, я вроде как знаю, о чем говорю. Так что, будьте внимательны. Еще поймите, что я не буду монтировать это видео. Я не люблю резкий монтаж роликов на YouTube со всеми переходами и эффектами. Он мне надоел. Это хорошо для времени просмотра. И люди смотрят больше. Но они ничему не учатся. Вы ничему не учитесь и упускаете жизненно важную, как бы сказать, контекст ролика. И это плохо для вас. Если у вас клиповое мышление, и вы не можете смотреть этот ролик, то я понимаю. Можете посмотреть другие ролики про криптовалюты от других ютуберов. Замечательный монтаж, потрясающий монтаж. Вы даже не заметите, как пролетит время, а в этом ролике будет нормальный разговор, 1 на 1. Перейдем к делу. Поставьте лайк ролику, начинаем. Первая монета — это Onda Finance или Onda Foundation. Это компания. Возможно, это крупнейший RWA токен. Он считается голубой фишкой. USDY поддерживает американское казначейство. Возможно, это крупнейший доступный токен RWA. Он объединяет традиционные и децентрализованные финансы. И посмотрите, ценовое действие очень хорошее. На недельном графике цена выросла. Смотрите, мы опустились, нашли поддержку. Сейчас похоже на то, что нас ждет рост. Я думаю, что цена преодолеет $0,9. Перейдем на график за все время. Вы видите, что исторический максимум около $2. Я думаю, что монета преодолеет его. Я думаю, что $4-5 за Onda не выглядит фантастикой. Я думаю, что если цена вырастет до $2-3, то у монеты хороший потенциал для голубой фишки. Дело не только в росте цены, но и в устойчивости, если хотите, или, как сказать, подтверждении, в кавычках, потому что это крипта. Но это солидный проект, который может очень сильно вырасти. Сейчас цена 85 центов. Если она преодолеет $1 или $1.10, то бросит вызов историческому максимуму. $3-4 будут выглядеть вполне реалистично. А если нам повезет, то монета достигнет $10 на рынке с нарративом RWA.
Я храню у себя Onda. Это моя самая крупная позиция из всех токенов RWA. Но когда вы входите в криптовалюты, вы хотите поставить, если угодно, на токены RWA. Вам нужно создать портфолио с высокой, средней и низкой капитализацией, более рисковыми монетами. Некоторые из них могут взлететь. Но вам нужна и подушка безопасности в виде Onda, приносящая вам прибыль, если нижние монеты не взлетят. Давайте покажу, что я еще держу. Во что еще я вхожу. Далее у нас Kita. В первую очередь, Kita — это не RWA. Это скорее RWA блокчейн. Я думаю, что они пойдут дальше в этом направлении. У них есть соответствие, что очень хорошо для RWA проектов. Посмотрим на цену Kita на недельном графике. Вы видите, что она взлетела, потом установила поддержку вот здесь, потом повысила поддержку. Похоже, что она взлетит. И если она преодолеет диапазон сопротивления $1.30, $1.40, то я думаю, что монета вырастет до $1.60 и бросит вызов историческому максимуму $1.60. Так что мы недалеко от рекорда. И если цена преодолеет этот рубеж, то возможен 10-20-кратный рост или даже больше. Ее пока нет на самых-самых крупных биржах. Она выросла всего на 680%. Это криптовалюта. Она может вырасти еще сильнее, и недавнее ценовое действие показывает это. Многие в интернете заявляют, что это может быть обманом. Да, может. Я не знаю. Они меня не спонсируют. Но я недавно купил Kita и сообщил об этом в своей приватной группе. Кстати, ссылка на нее находится в описании. Поговорю о ней ближе к концу видео. В общем, я храню у себя Kita. Да, это не RWA проект по сути, а скорее гибрид. Но я думаю, что у него все будет хорошо. Далее у нас Linga. Кстати, меня спонсирует Linga. Но не в этом ролике. Я своего рода их амбассадор. У них красивый сайт, но я его ненавижу. Мне не нравятся веб-сайты, которые вы прокручиваете, а графика все время меняется. Мне действительно не нравится сайт с точки зрения маркетинга. Но если говорить о маркетинге, то они делают большие вещи. У них есть много наград, много соревнований. Люди выигрывают часы Rolex тут и там. И это на самом деле RWA проект, по сути. Это действительно платформа с наградами, поддерживаемая RWA. И они используют прибыль с RWA для приобретения наград для членов программы лояльности и сообщества. Они хотят привнести стабильную прибыль от RWA в Web3. Посмотрим на цену на недельном графике. Она нестабильная, как вы видите. Посмотрим на график за все время. Да, дела у них не очень. Падение на 90% вот сюда. И правда в том, что многие сбрасывают эти монеты. Многие лидеры мнений и амбассадоры сбрасывают их. Хоть Linga и ограничила их, запретив сбрасывать все токены. Но я считаю, что лидеры мнений совершают большую ошибку. Они не верят в проект. Просто забирают прибыль каждый месяц или когда пожелают. Но когда RWA, когда хайп возьмет вверх и RWA токены взлетят, то у Linga тоже есть хорошие шансы на рост и большой рост. У них потрясающая команда. Потрясающий CEO. Я вам говорю. От них сейчас зависит, будет ли большой рост или не будет. Все зависит от них. Это ставка на их CEO. И если вы меня сейчас слышите, то я за вас болею. Чтобы быть полностью честным, я также продал несколько своих токенов. Мне кажется разумным диверсифицировать, поскольку я получаю их каждый месяц. Но я начну удерживать все больше своих токенов и даже стейкать их. Я думаю, что сейчас мы приближаемся к той точке, в которой RWA токены начнут расти. И одни из них, на мой взгляд, будет Linga. Далее у нас Chainlink. Я знаю, вы скажете, что Chainlink — это по сути не RWA токен. Однако он частично тоже RWA.
Это RWA Enabler, это оракул. Единственный способ функционирования проектов. Оракулы переносят информацию извне блокчейна вовнутрь блокчейна. Всем проектам, которые вы видите, нужны оракулы. И Chainlink — это оракул номер один. Это стандарт. Вы можете сказать, что есть более дешевые оракулы. Да, но большим компаниям нужны доказательства. Им плевать на дешевые проекты. Им нужны доказанные проекты. Они хотят доказательства концепции. И у Link оно есть. Они работают со Swift и другими проектами. Итак, Chainlink — это RWA Enabler. RWA-платформы полагаются на Chainlink в вопросах цен, верификации договоров и так далее. Посмотрим на цену Chainlink на недельном графике. Она установила поддержку на отметке $14. Сейчас она находится ближе к $15. Быстро перейдем на график за все время. И смотрите, Chainlink отчаянно нужно преодолеть отметку в $25. После прорыва на уровне $25-26 монета может вновь достигнуть рекордного значения — $49.80. Верю ли я в то, что она вырастет? Да, верю. Верю ли я в то, что она установит новый рекорд? Не знаю. Но если монета побьет старый рекорд, то я не удивлюсь цене от $80 до $100. Так что держите это в уме. И учитывайте это диапазон для трейдинга, потому что Chainlink действительно может удивить вас. Это разочаровывает. Это один из лучших проектов с пользой для криптовалют, однако цена не соответствует. Многие забыли о нем, или не верят в него, или еще что-нибудь. Но я думаю, что он в какой-то момент взлетит и достигнет неожиданных показателей. Я держу у себя Chainlink и считаю его хорошим проектом. Даже если бычий рынок завершится завтра, то есть шанс, что Chainlink вырастет на следующем, потому что проекты компании, смарт-контракты и так далее зависят от Chainlink, от их оракула. Поэтому я верю, что у него все будет хорошо. Далее у нас Supra. Это оракул, но немного другой оракул. Он поддерживает RWA. Это не RWA токен, но это оракул. И его кросс-чейн технология обеспечивает инфраструктуру, на которую RWA-платформы полагаются в вопросах цен, верификации договоров и так далее. Так что это не прямой RWA-проект, если хотите. Больше, чем Kita, но меньше, чем, например, Onda. Если это имеет смысл. И на недельном. Смотрите, это нехорошо. Supra не может найти поддержку. Она сейчас под поддержкой. Мы хотим быть выше 0,00408 и сделать это поддержкой, а затем, возможно, пробить 0,00420 и сделать это поддержкой. Вот тогда я бы и покупал монету. Однако я держу у себя Supra. Я держу Supra, потому что он прислали мне токены. Они спонсировали меня, когда впервые появились на рынке. И я получаю отчисления каждый месяц. Что-то храню, что-то продаю. Также и с Линга. Буду честен, я получаю токены от Линга и Supra. Я верю, что они взлетят, как только начнется хайп по RWA на этом рынке и хорошо себя проявят. Я держу у себя Onda. Я много вложил в Onda. Я верю в них. У меня есть Link. Я держу у себя Link. Но в моем холодном кошельке я его не трогаю. Держу на долгий срок. Возможно, я продам токены ближе к концу этого бычьего рынка, если это имеет смысл. А еще я храню у себя... О какой еще монете я говорил? Ах, да, Kita. Я храню у себя Kita. Купил немного Kita, чтобы следить за ней, смотреть, как у нее дела, купить еще или нет, если это имеет смысл. Вы можете спросить: Пол, когда ты купишь? Что ты купишь? Но сейчас я больше жду. В основном я сейчас сфокусирован на ИИ. Весь фокус сейчас на ИИ. Не буду лгать. Вы видите, что происходит с ИИ-агентами и всем остальным. Также у меня есть Sui, биткоин и так далее. Но я верю в то, что RWA хорошо себя покажут. И вы хотите начать приобретать токены RWA прямо сейчас.
может приобрести немного этих монет, а остальные перенести в список наблюдения. Я так и поступаю, если говорить о крипте. Я использую CryptoBubbles, использую списки наблюдения и знаю, что добавить. Лучший способ — купить немного. Таким образом, вы точно будете обращать на монету внимание, поскольку вложились в нее. И еще. Я буду делать ролики в подходящее время, я надеюсь. Но поймите, я сперва выкладываю ролики в своей группе, в моей VIP-группе. Ее члены уже посмотрели это видео. У нас есть ежемесячные AMA, в которых мы обсуждаем некоторые вопросы. Они могут писать мне круглосуточно. Как только я вижу сообщение, то отвечаю на него. У нас в VIP-группе много прогнозов и советов по управлению портфолио. Вам стоит оценить ее. Ссылка в описании ниже. $69 в месяц. Ссылка в описании. Кликните по ней, решите, для вас ли это, и хотите ли вы стать частью семьи VIP Factor. А если вы хотите узнать, какие еще монеты я храню, какие еще токены я храню, то убедитесь, что посмотрели вот этот ролик далее. Вы не хотите пропустить его. Ставьте лайк, увидимся там. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.